Добрый день! Сегодня мы рассмотрим немаловажный вопрос последовательных и параллельных включений мощных полупроводниковых приборов. Особенно это касается конструирования мощных инверторов. Инвертор – устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Как известно, выпускаемые в настоящее время полупроводниковые элементы имеют большой разброс параметров и характеристик. Поэтому эти элементы в редких случаях допустимо соединять последовательно и параллельно без специальных дополнительных выравнивающих элементов. Так, например, чтобы создать последовательное соединение, необходимо подобрать элементы, вентили или тиристоры одного типа и класса, так, чтобы их вольтамперные характеристики в обратном направлении были по возможности сходными. Для того, чтобы выровнять распределение обратного напряжения на последовательно включенных элементах, к ним параллельно подключают сопротивление R. Это сопротивление можно приблизительно рассчитать, разделив номинальную амплитуду обратного напряжения вентиля или тиристора в вольтах на значение амплитуды обратного тока в амперах, умножив это частное на коэффициент К. Значение коэффициента К зависит от числа последовательно включенных вентилей. Мощность сопротивления R можно рассчитать, разделив квадрат величины амплитуды обратного напряжения на сопротивление R и умножив частное на коэффициент К, зависящий от схемы преобразователя. Чтобы избежать неравномерного распределения обратного напряжения в переходных процессах, параллельно к выравнивающему сопротивлению R включают еще конденсатор и сопротивление R2. Емкость этих конденсаторов выбирают приблизительно в 100 раз больше, чем емкость тиристоров в переходном режиме. Обычно емкость конденсатора составляет несколько микрофарад, а сопротивление несколько Ом. При создании преобразователей большой мощности не менее важны вопросы параллельного соединения элементов. Даже небольшое отличие вольтамперных характеристик в прямом направлении может повлечь за собой крайне неравномерное распределение тока в параллельных элементах преобразователей. Так, например, в элементе из двух параллельно включенных тиристоров, вольтамперные характеристики которых не отличаются более чем на 0,2 вольта, при общем токе 100 ампер и падении напряжения 1,25 вольта, через один тиристор проходит ток 70 ампер, а через другой 30 ампер. Для выравнивания тока в параллельно включенных элементах в настоящее время используют следующие три способа. Первый. Подбирают элементы с одинаковыми характеристиками в прямом направлении. Второй. Последовательно каждому параллельному элементу включают добавочное сопротивление. Третий. Применяют так называемые выравнивающие трансформаторы. Подбирая элементы с одинаковыми характеристиками, стремятся к тому, чтобы падение напряжения в прямом направлении при одинаковом номинальном токе и температуре не отличалось более чем на 0,05 вольта. Однако этот прием имеет существенные недостатки. Во-первых, вольтамперные характеристики в прямом направлении нелинейные и зависят от температуры. Давайте проверим это утверждение и зададим температуру диода D1 75 градусов. Два других у нас имеют температуру 27 градусов. Итог через диод D1 у нас упал до 928 мА, увеличив тем самым ток через два других диода
который превысил предельные параметры среднего максимального тока через диоды D2 и D3. При максимальной температуре в 100 градусов эта разница будет еще больше. Поэтому подбор элементов при определенном токе и температуре не гарантирует от неравномерного распределения тока при других токах и температуре. Кроме того, подобранные таким образом элементы дороже, а иногда их подобрать невозможно, так как завод выпускает такие элементы небольшими сериями. Равномерность распределения тока даже при таких подобранных элементах может нарушаться воздействием взаимоиндукции от расположенных рядом электрических цепей. Поэтому чаще применяют второй способ, то есть последовательно с полупроводниковыми элементами включают сопротивление, хотя они несколько увеличивают потери мощности в преобразователе. Включив цепь параллельных элементов сопротивления, можно изменить вольтамперные характеристики параллельных ветвей, так что распределение тока в ветвях значительно более равномерное. При нулевом сопротивлении последовательных резисторов разброс токов в диодах D1, D3 по отношению к току D2 равны 103,57% и 100,87% соответственно. Давайте изменим номиналы наших сопротивлений от 0 до 2 Ом. И мы видим, что разброс токов у нас действительно выровнялся, став равным 100,16% и 100,04% по отношению к току D2. Этот способ применяется обычно лишь в том случае, если число ветвей не превышает 5. При большем числе параллельных элементов чрезмерно возрастают потери мощности в последовательно включенных сопротивлениях, и выбор самих сопротивлений становится затруднительным. Более перспективным и экономичным способом выравнивания тока в параллельных ветвях в настоящее время считают применение выравнивающих трансформаторов. Такие трансформаторы имеют две встречно включенные обмотки с одинаковым количеством витков, включенные последовательно с параллельными вентилями или тиристорами. Если в одной из обмоток проходит больший ток, то во второй индуцируется ЭДС, пропорциональная разности тока в обмотках, которая способствует выравниванию токов. В случае максимального небаланса тока в трансформаторе индуцируется напряжение амплитудой 1 вольт. А на сегодня у меня все. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.